Доброго дня всем! Мы снова с вами находимся на мероприятии, на массовом, которое традиционно проводится каждый год в Таиланде. Такая выставка автомобилей, тюнингованных, старых автомобилей, ну, нестандартных. Мы сейчас попытаемся с вами пройти и сделать такой обзор экспромт. Эта выставка проходит на пирсе Балихай. Вот видите наши знаменитые буквы Паттайя. Вот здесь сегодня горячее место, так что сейчас выдвигаемся и начинаем обход. Ну вот эта наша выставка начинается, конечно же, со входа. Здесь у нас контроль, как обычный, температурный, фиксация входящих. Так, ну и вот по классике начинаем, конечно, с BMW. Вот такая старенькая, видите, в хорошем состоянии. Это Мерс, конечно. Видите, в каком цвете. Просто в идеале. Видно, что люди поработали. Даже не представляю, во что это могло вылиться. Ну вот, тайцы такие любители. Вот снова бэшка стоит. Вот такие вот аэропланы с таким крылом. Где же офис? Что там можно заказать? Масла, добавки. Вот видите, разные цвета на любителя. Тайцы любят яркие цвета автомобилей всех цветов радуги. Ну вот видите, вот простой пример, видите, под капотом какой двигатель. С виду обычная машина, но здесь внутри, конечно, тут напичкано всего. Я представляю, во сколько это увеличивается мощность. Даже трудно определить. Видите, спортивные кресла, даже руль складывается. Ну вот что можно сказать? Люди душу вкладывают в это произведение, можно сказать, искусств. А вот, кстати, наше здание недостроенное. То есть проблема с ним возникла, потому что по этажности не согласовали. То ли на уровне мэрии, то ли на уровне чего. Видите, холм закрывают. Поэтому стройка остановилась, уже несколько лет стоит. И никак не могут решить вопрос с этим домом. Представляю, каково инвесторам, кто вкладчики вложились в этот кондоминиум. Так, ну вот видите, здесь много труб безопасности. То есть это такой спортивный вариант. В основном автомобили, конечно, тут заточены под спорт. Вот видите, элементы по трансмиссии, передние стойки. Макферсон есть, обычные амортизаторы стоят. Все здесь можно купить, заключить договора. И вот, конечно, Chevrolet. Да, где-то 70-е годы все-таки умели в то время делать автомобили неповторимые. Это, конечно, баркас. Вот какие сейчас автомобили, все заточены под одну форму кузова, и какие раньше были. Посмотрите, приятно посмотреть, какой салон. Вот, тает что-то сейчас багажник. Ой, что ж тут есть-то, а? Какую-то консультацию. Консультируют людей, видите, любителей много. Тут какие-то компрессора стоят. Ну, тут и для подкачки, и тут для музыки, тут все у него. Ну, кто такие автомобили имеет, это как прогулочный вариант. Я думаю, там еще несколько автомобилей есть. Так, это рядышком у нас стоит. Так, это Линкольн, по-моему. Линкольн Континенталь, да. Тоже такой баркасик. Тоже с тех же лет, наверное. Ну, красивый. Еще цвет такой необычный. Приятно посмотреть. Я думаю, для мужчин это как раз тема интересная. Ну, кстати, здесь и женщин много, тайцы. Тайки тоже это любят, как ни странно.
спортивные автомобили, часто на них ездят. Вот резина, кстати, может зашиповаться здесь. Да, здесь, конечно, у нас снега нет, поэтому они не знают, что такое шипы. И пытаться объяснить тайцам, как это у нас в России делается, для них это непонятно. О, интересный цвет, видите, переливается. Ну, такое, наверное, дорогое удовольствие покрасить автомобиль таким цветом. Видите, от освещенности разные оттенки. Красиво, как два близнеца. Вот, конечно, аудюшка стоит. Тоже, видите, под капотом, чего здесь только нет. Я думаю, в раза два с половиной увеличит мощность автомобиля. Ну, конечно, это же наш концерн немецкий, Germany, Volkswagen, народный автомобиль. Как инвалидка смотрится уже. Но тем не менее, они здесь бегают, ходят. Это у нас так, Lexus, по-моему, Toyota. Здесь тоже, видите, под капотом. Чего только нет. Вот, видите, тоже в хорошем состоянии. Здесь с крузерами напутано. Здесь их не производят, поэтому за ввоз большие деньги берут, поэтому на дорогах мало видно. Если видите крузер какой-то, хоть Прадик, хоть обычный, сотка, двухсотка, они здесь очень дорогие. Сразу российскую цену на 3 умножай, и примерно узнаешь, какая цена здесь будет его стоить. Здесь они какую-то компанию представляют, номера все, накладки с одной конторы. Это тюнинговая компания, скорее всего, видите, на фоне таких автомобилей. Даже Porsche смотрится как наш автомобиль Лада Самара, поэтому... Здесь, конечно, есть что посмотреть и чему поучиться. Кстати, для русских кулибиных здесь тоже интересная тема. Если попасть сюда, здесь много чего почерпнуть можно. Вот интересно, в России что-то подобное проводится? Вы напишите, пожалуйста, кто ситуацией владеет. Потому что я не помню. Вот, где-то в центре, может быть, а вот в сибирском регионе не помню. Байкеры собираются. Сейчас вот в последнее время модно стало. Мы тоже этот на слет ездили. Так что, думаю, в Барнауле там сообщество байкеров организовалось. Молодцы. Поддерживаем мы это дело. Мы окунулись в эту атмосферу. Вот видите, какой аппарат, какой радиатор стоит тут. Я не могу понять, то ли охлаждает он, вроде как на впускном коллекторе стоит. Что он делает, непонятно для меня. Ну, двигатель, конечно, очень мощный. Но у нас, наверное, все эти вот сообщества, не все организованы, это чисто так, на энтузиазме построено. Здесь, видите, организовывают, площадки представляют, рекламу дают и освещают, здесь видео снимают. Я думаю, по всем каналам проходит это. Toyota, видите, наверное, дамский вариант, под цвет ногтей. Так что у них такой тоже, о, кстати, в идеале. Toyota, по-моему, на базе сурфа сделана, видите, такая укороченная версия, видите, в каком цвете. Да, красиво, красиво. Вот сколько ему лет и как он выглядит. Ну, это не одна машина, это 100%, вот такая праздничная, выездная. Они на берег выезжают, включают музыку и тусуются.
สวัสดีค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะ วันนี้ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานพัทยาคา on the beach 2021 นะคะ เจอกันมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วนะคะ วันนี้บรรยากาศดีมากๆ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยค่ะ วันนี้นะคะ ถือว่า На этом мы свой краткий обзор заканчиваем. Можно, конечно, тут часами ходить เข้ามาก่อนค่ะเข้ามาเนี่ย с удовольствием. ต่างๆนะคะ Люди подъезжают, кто уезжает. ภายในงานบอกเลยว่าตอนนี้ Пишите, если понравилось вам. А если не понравилось, что вы хотели еще услышать, узнать о Таиланде. Что вам, какой вам ролик сделать еще, в какой области. Нам это все интересно. Пишите, ставьте лайки. Не забывайте про нас. Мы всегда на связи. Всего доброго. С наступающим Новым годом.